Тельцы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на июнь 2025 года. Июнь запускает для вас совершенно новый цикл, который связан с голосом, мыслями, знаниями, дорогами и внутренней уверенностью. Все начинается с вас в этом месяце, с того, как вы говорите, с кем общаетесь, как обрабатываете информацию и какие решения вы принимаете. В июне вы можете получить важную весть, заключить договор, отправиться в поездку, начать учебу или запустить собственный блог. В центре внимания в июне будут коммуникации, письма, звонки, контент, переговоры, оформление бумаг. Вас будут слушать, а значит, пришло время говорить. Сразу в начале месяца в ваш знак входит Венера, ваша управительница, и это ваш личный энергетический бонус. Вы становитесь привлекательнее, мягче, харизматичнее. Венера в Тельце возвращает вам чувство, что вы достойны большего, а другим — желание быть рядом с вами. Это отличное время для обновления внешности, покупок, фотосессий, любви к себе, отношений, а также для привлечения денег и внимания к своему делу. Вы будете как магнит, и это важно использовать, особенно в публичной подаче, в переговорах, в оформлениях, в любых проектах, где нужно очаровывать, продавать и понравиться. Основной акцент июня на вашем 3-м доме. Доме мышления, информации, движения, оформления бумаг, договоренностей, обучения, коротких поездок и ближайшего окружения. Вас ждет насыщенный ритм. Дороги, переписки, встречи, оформление дел, общение с братьями, сестрами, соседями, коллегами, короткие поездки. Может быть важная бумага, важная новость, неожиданный поворот в переговорах, документах, сделках или предложениях. Если вы планируете учебу, продвижение в соцсетях или коммуникационные проекты, то смело можете запускать их в июне. Ваш голос будет услышан. Особенно сильно это почувствуется ближе к 8-9 июня, когда Меркурий соединится с Юпитером и зайдет в ваш 3-й дом. Ваши мысли ускорятся, а с ними и возможности. Июнь для вас не про глубину чувств, а про силу слова, про скорость, ясность, внимание к деталям, осмысленные решения и новые точки роста через информацию. Это месяц, когда закладывается то, как вы будете общаться, обучаться, продавать, подавать информацию и двигаться вперед. А за этим и деньги, и связи, и возможности. Теперь давайте рассмотрим подробнее по датам, какие астрологические события ждут вас в течение месяца. Не забывайте смотреть гороскопы правильно, не только по знаку Солнца, а по асценденту и Луне. Если вы не знаете свой асцендент, напишите в комментариях дату, точное время рождения, точное место рождения, и я бесплатно для вас рассчитаю. Под гороскопами на май было очень много комментариев, запросов. Я старалась отвечать каждому, но если я пропустила ваш комментарий или он где-то затерялся, так как было очень много запросов, пишите под этим видео еще раз свои данные, и я для вас их рассчитаю. Очень важно смотреть гороскопы по своему асценденту, так как многие пишут, что у них по Солнцу не сбываются гороскопы. А когда узнают, что они по асценденту другого знака, понимают, что очень многое проигрывается именно по асценденту. Если вы указываете в комментарии, что вы родились в 2 часа, но не говорите дня или ночи, я автоматически это считываю как 2 часа ночи. Если вы родились днем, пишите 14:00. Если вы не знаете точное время рождения, то я не смогу рассчитать ваш точный асцендент. Могу для вас рассчитать Солнце и Луну, но асцендент нет. Нужно будет в таком случае, если вам очень интересно действительно, кто вы по знаку асцендента, можете в интернете поискать астрологов, ректификаторов, которые по важным датам из вашей жизни рассчитывают возможный ваш асцендент. В закрепленном комментарии оставлю ссылку на свой инстаграм, он закрытый. Когда вас станет больше, начну делиться своей личной жизнью и астрологическими событиями. Также оставлю в закрепленном комментарии ссылку на мою электронную почту. Я временно сейчас не провожу онлайн-консультации по звонку, но если вы хотите сделать, чтобы я вам сделала расчет натальной карты или личный расчет на месяц, на год, вы можете написать на почту, и я все оформлю для вас в PDF-формате, файле и отправлю вам. Эта информация есть у меня в описании на канале, но просто многие не знают об этом, пишут в комментариях, спрашивают, поэтому я вот рассказала вам. Пишите на почту для любых вопросов.
6 июня Венера, планета любви, красоты, удовольствия, финансов, ценностей и гармонии, переходит в ваш знак. Венера управляет знаком Тельца, и это значит, что здесь ее сила максимально проявлена. Она чувствует себя дома, уверенно, спокойно и продуктивно. Поэтому вы получаете прямую активацию энергии Венеры. Венера будет усиливать вашу личность, вашу харизму, внешность, стиль общения, уверенность, вкус, способность притягивать желаемое и, конечно же, финансы. Венера переходит в ваш первый дом. Дом личности, самовыражения, имиджа, тела, манеры подачи себя. Это значит, что вы становитесь центром внимания. Окружающие будут видеть вас красивее, мягче, гармоничнее. В этот период вы захотите больше заботиться о себе, о своем комфорте, о красивых и приятных вещах. Захочется покупать себе одежду, украшения, делать уходовые процедуры, менять прическу, фотографироваться, быть в кадре, украшать себя. Еще это очень хорошее время, чтобы проявлять себя в публичной сфере. Люди будут к вам тянуться, особенно если вы ведете блог, работаете с клиентами, делаете визуальный контент или просто общаетесь с людьми. Вы начинаете звучать как человек, к которому хочется подойти и остаться надолго. Венера в первом доме дает мощный старт новому циклу любви к себе. Это тот период, когда вы реально можете почувствовать, что вы достойны. И не просто подумайте об этом, а начнете действовать. Начнете относиться к себе по-новому, не соглашаться на меньшее. Будете выбирать качество, а не компромисс. И это очень хорошее время для начала нового образа жизни. Не потому что надо похудеть, а потому что вы хотите чувствовать себя красивой, ухоженной и в ресурсе. Венера также связана у нас с финансами. Поэтому в этот период деньги будут приходить туда, где есть удовольствие, харизма, умение быть в нужном месте и нести ценность. Поэтому это время хорошо для презентации, продаж, поиска партнеров, особенно если ваша работа связана с женской аудиторией, эстетикой, красотой, одеждой, косметикой, вкусностями, вокалом, телом, консультированием. Сейчас увеличивается шанс понравиться, произвести впечатление, сделать хорошее фото, продать не через логику, а через образ. Венера в первом доме принесет вам и любовь к себе, и финансы, и удовольствие, и изменения в имидже. Если вы давно думали о запуске какого-то проекта, особенно если он связан с красотой, с женской аудиторией, то сейчас самое идеальное время, потому что Венера находится в вашем знаке. И не просто в вашем знаке, а еще и у себя дома, и она вам будет помогать. В этот же день, 6 июня, Меркурий будет формировать секстиль с Хироном, что будет создавать возможность для мягкой проработки старых комплексов, особенно связанных с темой внешности, самооценки и принятия себя. Возможно, вы услышите комплимент или наоборот скажете кому-то слова, которые исцелят. Очень хороший момент для терапии, для разговоров с собой, медитации, для записи видео или написания публикаций о принятии себя, о ценности и о том, что вы готовы впустить в свою жизнь. Так как Венера у нас планета любви, то в этот период, если вы одиноки, может произойти новое романтическое знакомство, флирт, переписки. Если вы уже в отношениях, то ваши отношения выйдут на новый уровень, у вас будет больше романтики в этот период и больше внимания от вашего партнера. Пока Венера будет в вашем знаке, не только другие будут в вас влюбляться, но еще и вы влюбитесь сами в себя и будете светиться изнутри. Вы не обязаны быть идеальной или идеальным, но вы можете быть настоящими. И именно это сейчас притягивает возможности, отношения, деньги и признание. Слушайте любимую музыку, покупайте себе цветы, выбирайте наряды, в которых чувствуете себя самим собой. Ваша сила сейчас в чувственности, в уверенности и в том, что вы умеете быть в моменте. И с этого момента начинается период, когда вы можете привлекать все, что вам нужно. 8 июня Меркурий, планета мышления, речи, договоров, коммуникаций и транспорта, переходит в знак Рака и активирует у вас, Тельцы, 3-й дом гороскопа. Это зона информации, коротких поездок, обучения, общения, оформления документов, писем, гаджетов,
гаджеты, соседи, родные и все, что связано с ментальной активностью. Этот день открывает новый формат общения. Теперь разговоры становятся более мягче, глубже и интуитивнее. Меркурий в Раке — это не сухой логик, а чувствующий рассказчик. Поэтому и вы начнете говорить не просто ради смысла, а через душу. Люди будут слышать, когда вы говорите из сердца, а вы начнете слышать больше между строк. Это отличное время для начала курса, подписания договоров, подачи заявлений, подготовки видео или текстов, которые касаются личной истории, семьи, эмоций и заботы. Особенно если вы создаете контент, ведете блог, работаете с аудиторией, сейчас очень хорошо включить сочувствие и теплоту. Ваша речь становится ближе, домашнее, человечнее, и людям это нужно и важно. Подходит для работы с родными, договариваться с братьями, сестрами, решать вопросы с соседями, коллегами, начинать обсуждать переезд или совместное жилье. В этот период Меркурия в Раке может быть много суеты, особенно связанной с бумагами, документами, письмами, логистикой. Так как Рак у нас символизирует дом и семью, может быть, у вас будут какие-то бумаги, связанные с домом, наследство, оформление недвижимости. Но суета это будет не пустая, потому что это будет период, когда вы реально начнете решать задачи, которые висели давно. В третьем доме Меркурий может еще дать покупку гаджетов, транспорт, может, вы хотели поменять, бытовую технику в доме. В этот же день Меркурий делает соединение с Юпитером в вашем третьем доме, и это ключевой аспект. Это соединение дает возможность масштабного мышления. Идеи будут вам приходить легко, мысли будут более ясные, а планы более грандиознее. Вы можете получить важную новость, письмо, приглашение. Могут быть контакты с людьми издалека, запуск поездки, международные документы, разговоры о переезде, оформление бумаг, которых вы ждали. Кто-то начнет вести обучающий курс, кто-то откроет блог или запустит проект, связанный с информацией. Информационно это очень мощный день, как будто вы будете настраиваться на новую волну, где все понятно, логично и прозрачно. Если вы ждали звонка, знака, подтверждения или идеи, то она может прийти именно сейчас. Главное не игнорировать то, что происходит. Юпитер всегда говорит нам, чтобы мы думали масштабнее и шире, а Меркурий в Раке просит говорить изнутри, от сердца. И если вы объедините это, у вас получится сильная, честная и трогающая подача. У многих будут поездки, оформление документов, важные разговоры с родными, идеи, переговоры, презентации, даже подача на визу. Все это сейчас будет идти с легкой руки. Вся сила в интуитивной четкости. Вы не просто говорите, вы чувствуете, что сказать, и это становится вашим преимуществом. Третий дом — это еще дом коротких поездок, а в знаке Рака он может давать короткие поездки к родственникам. У кого-то соединение Юпитера и Меркурия проиграется как подача на визу, на гражданство, ПМЖ, общение или сотрудничество с людьми из других стран, других культур или национальностей. 9 июня происходит одно из самых важных и приятных событий этого года. Юпитер меняет знак и входит в знак Рака, в свою обитель, в свой дом. Это планета удачи, роста, расширения горизонтов, вдохновения и щедрых возможностей. Не только возможностей, но еще и подарков судьбы. Это означает, что на ближайший год ваш фокус меняется и активируется сфера третьего дома гороскопа, которая отвечает за мышление, общение, обучение, короткие поездки, документы, контакты, близких родственников и все, что связано с информацией, речью и движением. Ваша удача теперь приходит через слово, текст, информацию, контакт, письмо, передачу знания. Это может быть год, когда вы начнете обучаться вести блог, откройте свое дело в сфере коммуникации, подадите документы, переоформите что-то, съездите туда, куда давно мечтали, или приобретете технику или автомобиль. Не только автомобиль, любое средство передвижения или гаджеты. Кто-то из тельцов решится пойти на курсы вождения и получить права водительские. Может, вы откладывали какое-то обучение, то сейчас, в ближайший год, у вас будет возможность восстановить его, возобновить или начать обучаться тому, о чем вы мечтали. Юпитер в третьем доме может дать вам жизнь на два города, на два разных места, когда у вас увеличится
количество коротких поездок. Прошлый транзит Юпитера в знаке Рака был с 2013 по 2014 год. Вспомните, что тогда у вас происходило. Возможно, сейчас события будут повторяться. Не обязательно, что точь-в-точь, но опять связанные с этими темами. И на канале я уже выпустила видео про Юпитер в Раке, для каждого знака отдельно, и как повлияет в целом на наш мир. Оставлю ссылку в описании под этим видео, можете переходить смотреть. Юпитер в Раке может давать расширение состава семьи, а так как у вас он будет в 3-м доме, братьев и сестер, то, возможно, вы станете дядей или тетей. В комментариях под видео про Юпитер многие писали, как у них проигрался прошлый транзит Юпитера в Раке. И я была просто удивлена, насколько много комментариев и у скольких людей в тот период родились дети или появились племянники. И я сама вспомнила, что у меня в тот период родился младший брат. Поэтому в ближайший год многих из нас ждет расширение состава семьи, расширение жилплощади, переезд или даже эмиграция в другую страну. Кто-то, наоборот, вернется из эмиграции домой. Но 9 июня, когда Юпитер переходит в знак Рака, формируется напряженный квадрат с Плутоном, который находится в вашем 10-м доме, в сфере карьеры, статуса и амбиций. Это означает, что все, что вы говорите, должно пройти проверку. Вы не можете больше мельчить в словах, идеях и действиях. Мир требует зрелости, и кто-то из тельцов может почувствовать давление со стороны начальства, страх говорить открыто, конфликт между тем, что хочется сказать, и как это отразится на репутации. Или наоборот, кто-то из тельцов решится наконец-то высказаться и сказать, кто он на самом деле и на что способен. Это аспект, где ваша сила в слове, но не в поверхностном, а в глубоком, зрелом и точном. В этот же день Меркурий, который тоже находится в вашем 3-м доме, делает сразу 2 напряженных аспекта. Квадрат к Сатурну и к Нептуну, которые идут из вашего 11-го дома. Это может дать замешательство, ощущение, что вас не понимают, что вы не подходите в вашей команде, что ваш голос не нужен, не услышан. Могут быть сложности в оформлении, путаница в бумагах, ссоры с друзьями или чувство, что не хватает поддержки. Это не знак, что вы ошиблись. Это знак, что нужно выстраивать структуру общения заново и по-другому. Вы научитесь говорить и при этом быть успешными. Не всем сразу, но теми, кто вас действительно чувствует. 11 июня происходит полнолуние в знаке Стрельца. И для вас, тельцы, оно попадает в 8-й дом гороскопа. Это значит, что на первый план выходят темы глубинные, непростые, но очень трансформационные. Деньги от других людей, кредиты, выплаты, налоги, интимность, психологическая близость, энергия власти, эмоциональная зависимость, а также процессы, связанные с завершением, очищением и внутренним прорывом. Полнолуние в 8-м доме — это всегда момент, когда вскрывается то, что вы прятали. Долг, обида, страх, зависимость, скрытое желание или внутренний конфликт. Все, что долго зрело под поверхностью, сейчас выходит наружу. Это не обязательно плохо. Наоборот, это шанс на внутреннюю перезагрузку. Это полнолуние для вас происходит на оси 2 и 8 домов, и это означает, что будут затронуты темы «мои деньги», «чужие ресурсы», «моё» и «общее», «я» и «мои зависимости». Вас может сильно колебать между желанием быть самостоятельным и потребностью в поддержке. Это может быть конфликт с партнером по поводу бюджета, ситуация с кредитом, выплатой, компенсацией. Кто-то получит деньги от страховой, от работодателя, по элементам. Кто-то, наоборот, поймет, что пора гасить долг, даже моральный. Полнолуние может принести известие по деньгам, судебный или наследственный вопрос, обсуждение финансовой поддержки. Также может быть завершение интимных отношений, которые больше не дают эмоционального ресурса. Полнолуние — это всегда кульминация и завершение. Может быть, вы решите закрыть кредит, отдать долг, завершите финансовую зависимость от другого человека. Выйдите из токсичных отношений, если для вас это актуально. Кто-то из вас может получить помощь, возврат денег, налогов. Кому-то полнолуние принесет решение о завершении важного жизненного этапа. У кого-то это будет брак, у кого-то бизнес или долгий проект.
У кого-то завершатся выплаты по суду, штрафу или какому-то делу. Полнолуние в 8 доме принесет освобождение и завершение, в зависимости от того, какая у вас ситуация. 17 июня Марс, планета активности, решительности, воли и страсти, входит в знак Девы и включает у вас, тельцы, 5-й дом гороскопа. Дом творчества, удовольствий, самовыражений, флирта, детей, отдыха, сцены и личной инициативы. Это один из самых ярких и эмоционально насыщенных периодов месяца, когда энергия возвращается в руки, появляется мотивация действовать не из долга, а из желания, что вы хотите, то вы и делаете, что вы чувствуете, то вы и выражаете. Сейчас Вселенная словно обращается к вам. Проявляйтесь индивидуально, позвольте себе быть в центре внимания, быть заметными, быть вдохновляющими. Вы можете почувствовать, что хочется творить, выходить в кадр, запускать личный проект, вести соцсети с новой энергией, пробовать новое в контенте. Особенно если вы работаете с видео, текстами, детьми или женской аудиторией. Это прекрасный момент для обновления подачи и привлечения внимания. У кого-то Марс в 5-м доме проиграется как активный отдых. Марс задает здесь приток страсти, сексуальности, уверенности, харизмы. Вы можете почувствовать пробуждение в теле, в эмоциях и в сердце. Это время, когда хорошо позволить себе яркость, даже если до этого было ощущение усталости или подавления. Кто-то из вас может начать новый роман, почувствовать вспышку в существующих отношениях, а кто-то вернет вдохновение там, где раньше было выгорание. Кому-то Марс даст запуск нового творческого проекта, или вы займетесь любимым делом, которое начнет приносить вам прибыль. Марс может дать активные действия в теме планирования беременности и расширения семьи. Если у вас уже есть дети, то Марс в 5-м доме принесет вам активное решение вопросов, связанных с ними. Кто-то запишет детей на секцию, кто-то поведет в новую школу. Поднимутся вопросы воспитания. Пока Марс будет идти по вашему 5-му дому, делайте то, что приносит вам радость. Проявляйте себя, говорите, записывайте, показывайте, вдохновляйте. И тогда Марс даст вам не просто энергию, а реальные результаты и ощущения, что вы снова в потоке. 21 июня Солнце переходит в знак Рака и активирует у вас, опять же, 3-й дом гороскопа, который является ключевым для вас в июне. Солнце даст новую энергию в этой сфере и высветит тему общения, поездок, оформления документов, обучения и контактов с близким окружением. Вы можете заниматься бумагами, подавать заявления, оформлять справки, писать письма, подписывать документы, которые давно откладывались. Возможно, вас пригласят в офис для оформления договора или попросят подготовить пакет документов для сделки, поездки, работы или переезда. Для кого-то это будут оформление документов в иммиграции, продление вида на жительство. Кто-то из вас решится заняться визой, страховкой, справками, сертификатами, поступлением или сдачей экзаменов. У многих тельцов в июне будут активироваться поездки. Вы можете поехать на день-два в соседний город, отправиться к родным, съездить за документами, техникой, в государственные службы. Кто-то будет решать вопрос с машиной, покупать или чинить, продавать, сдавать на права или оформлять переезд. Возможно, именно сейчас вы пройдете собеседование, отправите резюме или договоритесь о встрече, которая раньше все время срывалась. Окружение становится более плотным, контактным. Вам будут писать, звонить, предлагать что-то обсудить или переоформить. Солнце в 3-м доме может высветить темы, связанные с братьями, сестрами, родственниками. Может, у них в жизни какие-то новости. Или просто больше общения с соседями, коллегами, родственниками по линии родителей, братьями, сестрами. Может подняться обсуждение с ними вопросов поездки, покупки, личных границ или совместного решения бытовых вопросов. Вы будете включены в среду, где нужно будет много общаться письменно, голосом или лично. Общение у вас станет намного больше, начиная с июня. 23-24 июня происходит одно из самых мощных астрологических соединений месяца. Солнце соединяется с Юпитером в знаке Рака в вашем 3-м доме. В доме
информации, поездок, оформления речи, братьев, сестер, а также повседневной коммуникации. Это редкий аспект, который бывает раз в 12 лет, и у вас он включает сферу ментальной активности, подачи заявок, оформления, коротких путешествий и решения практических вопросов. У вас может начаться нечто важное. Важный разговор, переезд, подача документов, покупка техники или транспорта. Но одновременно в эти дни Солнце и Юпитер формируют напряженные квадраты к Сатурну и Нептуну, которые уже находятся в знаке Овна, а значит у вас Тельцы в 12-м доме гороскопа. Это создает сильную внутреннюю перезагрузку, потому что с одной стороны вас зовет энергия роста и движения, ментальной активности, а с другой стороны внутреннее сопротивление, усталость, страхи, сомнения и обострение подсознательных блоков. Это аспект, когда вы можете сами себя останавливать, чувствовать давление изнутри, ограничения, перфекционизм и страх оценки. Возможно, вам придется делать важный шаг — подать документы, выступить, отправить письмо, и вы почувствуете сопротивление, как будто все тормозит. 12-й дом еще связан со снами, озарением, подсознательными сигналами, которые могут уводить вас вглубь. Кто-то из вас может почувствовать сильную нагрузку на нервную систему, бессонницу, чувствительность, обострение тревожности, желание замкнуться. Это дни, когда ум очень активен, но тело и психика могут тормозить. Быть эмоциональная нестабильность на фоне важного события или оформления каких-то документов, желание все резко отменить, закрыть или не идти до конца, путаница с документами, логистикой, техникой, транспортом, ощущение, что вы вдруг не готовы, хотя уже все оформлено и готово. Очень важно понимать, что это не знак останавливаться. Если вы не поддадитесь страху, а просто сделаете шаг, вы выйдете на совершенно новый уровень. Уже 25 июня произойдет новолуние в том же 3-м доме в знаке Рака, и для вас оно принесет новости, принесет в вашей жизни новый цикл, связанный с тем, как вы думаете, говорите, оформляете, передвигаетесь и решаете бытовые и деловые вопросы. Новолуние — это всегда новая точка отсчета. Что-то в вашей жизни начинает зарождаться, прорастать, даже если пока внешне ничего не видно. Но это новолуние не абстрактное, оно касается очень конкретных сфер и тем, и вы можете уже в ближайшие дни начать оформлять новые документы или подать заявление, заняться вопросами транспорта, починить, купить или продать автомобиль, зарегистрировать бизнес или открыть частное предприятие, записаться на курс, консультацию, начать учебу, получить предложение обучать. Для многих тельцов это новолуние связано с новыми маршрутами и в буквальном, и в ментальном смысле. Все, что вы начнете сейчас в новолуние, может принести результаты через полгода, когда будет полнолуние в знаке Рака. Если вы чувствуете, что что-то назрело, не ждите сигнала извне. Это новолуние даст энергию тем, кто готов начать, даже не имея полного плана. Главное — включиться, сделать первый шаг, отправить сообщение, подать заявку, выйти из тишины. Все остальное подтянется по дороге. Июнь принесет вам совершенно новое включение в повседневную жизнь, мысли, контакты и оформление важных процессов. Это месяц, когда ваша энергия будет направлена не на эмоции или глубокие внутренние переживания, а на конкретные действия, которые касаются поездок, документов, общения, обучения, техники и ближайшего окружения. Все станет двигаться быстрее, а вы сами станете гораздо активнее в своих мыслях, переписках, переговорах и делах, которые долго стояли на паузе. Основной фокус июня — 3-й дом гороскопа, который отвечает за то, как вы оформляете свои мысли в слова, как вы общаетесь, как вы выстраиваете отношения с братьями, сестрами, соседями, с документами и делами, требующими практического подхода. Солнце, Юпитер, Меркурий и новолуние будут последовательно активировать эту сферу, и вы почувствуете, что жизнь требует включаться, оформлять, говорить, планировать и решать. При этом Сатурн и Нептун будут в вашем 12-м доме, создавать эмоциональный фон, в котором периодически будет подниматься тревожность, бессознательные страхи, желание закрыться, замолчать, спрятаться от лишней информации или давления. Главное в июне: не молчите, не откладывайте оформление и не держите в себе идеи, даже если вы не сразу видите результат. Это месяц, когда вы делаете первый шаг в совершенно новое качество общения и коммуникации, и от того, как вы его сделаете, будет зависеть весь год. Спасибо за ваши комментарии, подписки и просмотры. Я все читаю и стараюсь каждому отвечать. Желаю вам прекрасного и удачного июня, тельцы!